Всем доброго раннего утра. У нас с вами 7:30. Чтобы не быть голословной, вот вам показываю. Этот замечательный лесной домик будет сейчас нам служить декорацией. А говорить мы будем о ключах. Точнее, защита на ключ для дома. В наше непростое время, скажем так, когда уже советские времена забыты, когда ключи под ковриком лежали, сейчас нужно иметь защиту надежную. Тем более, если у вас дома есть животные, которых тоже крадут и продают. И для них тоже это очень ужасная участь. Как-то смотрела кадры, видео, как в Китае едут подонки определенные по дворам и забирают на собачий мясной рынок собак. Домашних собак, которые просто... то есть видно, что это породы, которые дома живут. Они хватают их, тащат. Потом, когда удается кого-то освободить, они такие все, знаете, напуганы, как дети. Вот как ребенка схватить просто и забрать. Это создания, которых любили, покупали игрушки, которые спали на одной постели или на диване с хозяином и в какой-то момент попадают в жуткую среду, где их они чувствуют свою смерть и прочее. Страшный мир, понимаете, страшный мир бездушных, подлых людей. Но в то же самое время понимаешь, что в этом мире есть и очень много хороших людей. Наверное, для контраста. Но в любом случае защита своего дома, своих детей, своих питомцев, своего имущества, почему бы нет. Люди почему так стесняют говорить о своем имуществе, как будто это что-то такое страшное. Это то, что ты заработала, то, что ты создала. Почему ты должна кому-то это подарить или отдать? Или кто-то должен думать, что имеет право этим всем овладеть? Нет. Это твое, и только ты имеешь право распоряжаться этим всем, потому что создано тобой. Огромное количество работ с ключами я дарила своим зрителям и объясняла, еще раз освежим в памяти, что ключи это символ открытости, доступа, но в то же самое время и защиты и закрытости. Символ власти. Ключами открывают двери богатства, открывают двери знания, ключами открывают двери мечтаний, желаний, чтобы получить. На ключ начитывают как оберег, ключ, который закрывает твою энергию, твою жизнь от вредных воздействий. Ключ как власть. Это символическое вручение. Есть в некоторых университетах студентам вручают ключи. Ключи от новых знаний, от новой жизни. Власть над знаниями. Когда мы говорим о ключах в магии, мы имеем в виду не только вот именно ключи в физическом понимании этого всего, но и ключи знаний. Тайные знания, которые открываются, даны не всем. Например, ведьмы-ключницы. Есть у меня такая лекция «Ключницы». Кто они такие? Понимаете, можно читать, перечитывать книгу
или какую-то старинную книгу, или священные книги народов мира, и ничего не понять. Вот не дано тебе. И ты не поймешь, о чем речь. Может, для тебя это даже как-то странно, как-то непонятно вообще будет звучать. А есть человек, один раз прочитает, он между строк уже столько увидел информации. Вот ему дано, ему открылось. Ключ от сердца. То есть это найти подход к человеку, чтобы человек симпатизировал тебе или полюбил тебя. Вот поэтому ключами можно закрепить результат, ключами можно вызвать свое желание, ключами можно открыть потайные двери, ключами можно закрыть свою жизнь и свой дом от нежелательных гостей и нежелательных, скажем, энергий. И в эту, и в обратную сторону. И как я вам уже говорила, магия – это точная наука. То, что ты говоришь, просишь и направляешь это слово, куда ты направляешь, туда оно и пойдет. Хочешь ты закрыть свою жизнь ключами, закроешь от нежелательных людей и происшествий. Хочешь открыть дороги свои, откроешь. Хочешь ключами получить, значит, новые возможности, получишь. Единственное, что символические ключи от знаний, это надо заслужить. Просто начитав на ключи, у тебя знания не придут. Как-то в церковной лавке увидела, есть такие книги молитвы, там тоже уже превращено все в бизнес давно. И написано молитвы, чтобы стать умнее. Я думала, чтобы стать умнее, надо работать над собой, много читать, изучать и вообще быть человеком любознательным, нужно иметь пытливый ум и вообще стремиться к чему-то. Оказывается, достаточно просто купить эту книгу, уже станешь умнее. Ну, это уже смешно. Тут никакие ключи не помогут. Но защитить свой дом ключами возможно. Есть ритуалы, когда начитывают на ключи и вешают у порога. Есть ритуалы, когда ключ нужно зарыть возле порога, этим ключом закрывая двери своего дома. Вот я сейчас вам как раз дам такую работу, где нужно ключами закрывать свой дом и зарыть у порога. Если вы живете в квартире, значит, зарывайте эти ключи возле вашего, ну, прям основного входа в здание. Хотя не знаю, как вы это сделаете. Там видео есть, везде еще вас заподозрит кое в чем. Не очень хотелось бы, конечно, но есть другой выход. Эти ключи можно положить под коврик. Прямо возле вашего дома. То есть, ну, дверей ваших, если это квартира. Понятное дело, что этими ключами ваши двери не откроются. Это не те должны быть ключи, которые, вы понимаете, которыми двери открывают. Но в любом случае, то есть выход только такой. Но он сработает, конечно. Может, не в полную силу. Защищать будет, конечно. Но чаще надо будет начитывать на него чаще, чем для людей, у которых собственный дом, и возле, значит, забора нужно эти ключи зарывать. Итак, один раз начитали, закопали прямо возле забора. Ну, то есть с обратной стороны, не со стороны дома, а с улицы. Время от времени подходите там, где, ну, возле этих ключей становитесь, опять же, выходя из ворот, и начитывайте, усиливайте этот ключ и усиливайте эту защиту. Можете такое начитать для своих дач, для частных домов.
Я вас уверяю, что там никто мимо не пройдет. Что бы где ни случилось, к вашему дому не подойдут. Такой ритуал можно провести, например, в наше неспокойное время, если у людей, предположим, если они живут в зоне боевых действий. Я вам расскажу один случай, когда в Арцахе все это произошло. Наша подписчица, оттуда много было наших подписчиков, и все остались живы, слава богам, все. Все выжили, все их семьи выжили. И они жили как раз в том селе, где ночью на них напали, практически вырезали все село. Там спасенные попали в плен, потом русские ребята освобождали. Они жили прямо при въезде в село. Я так понимаю, на краю села, где первым удар должны были получить. Самое интересное, обошли их дом. Их даже подозревали, что, может, они были в сговоре. Или... Потом отстали от них, поняли, что эти люди не менее напуганы, чем все остальные. Так получилось. Мимо их дома прошли, как будто не увидели этот дом. Вот до такой степени срабатывает защиты. Там я не помню, которую из моих защит они начитали. Все время читали. Потому что их дом находился прям близко к той границе тех земель, которые отдали, часть страны. Ладно, не будем об этом. Перед нашими глазами отдавали. Все видели, все понимали, что будет. Никто ничего не делал. Поразительный морок, безумие, что ли, тупость. Не знаю, что это, как это объяснить. Но ни в одном веке народы так спокойно не отдавали свою родину, как это делают в 21 веке. Страшно. Ради айфонов, ради айпадов готовы забыть все святое. Так вот, на ключ. Покупайте ключ, не берете сдачи. Любой день начитывайте, когда солнце село. И закапывайте возле порога. И к вам, к вашему дому, никто не подойдет. Никто, имею в виду, из лихих людей. Ну, вы поняли. Итак, держите в левой руке. Левая рука – это связь с сердцем, с подсознанием, значит, с чувствами и так далее. И читайте 6 раз, после чего закапывайте. И все, и спокойно идете домой. Время от времени выходите, становитесь там, где ключ. Ну, вы примерно знаете, где. И читайте опять 6 раз. Хата моя хата, защищена да богата. Дом мой, домище, изба моя, избища. Не я тебя ставила, а боги возводили. Защитой тебя своей наградили. Стражники мои яму копали, доски таскали, полы мастили, гвозди забили, стены воздвигали. Ой, фу, извиняюсь опять. Стены возводили, да крышу покрыли. Окна и двери вставляли. Дом мой благословляли. В добрый час даю наказ. Что скажу, все сбудется. Сим ключом духи мои дом защищают. Вора и лиходея на мой порог не пускают. Этим ключом свой дом от лихих людей закрываю. Ключ у порога зарываю. Лежи в земле и дом мой защищай. 2 стражников у ворот своих ставлю. Защита богов, помощь духов, покровительство сил со мной. Мой дом под защитой, ключ, замок, язык, заклинаю.
Когда будете потом повторно читать, слово «зарываю» «зарыло» можете сказать. Хотя, в принципе, может читать как есть, оно ничего такого не меняет. Самое главное – это заговор, который нужно время от времени усиливать. Хата моя хата, защищена да богата. Дом мой домище, изба моя избище. Не я тебя ставила, а боги возводили. Защитой тебя своей наградили. Стражники мои яму копали, доски таскали, полы мастили, гвозди забили, стены возводили, да крышу покрыли. Окна и двери вставляли, дом мой благословляли. В добрый час даю наказ, что скажу, все сбудется. Сим ключом духи мои дом защищают. Вора и лиходея на мой порог не пускают. Этим ключом свой дом от лихих людей закрываю. Ключ у порога зарываю. Лежи в земле и дом мой защищай. 2 стражников у ворот своих ставлю. Защита богов, помощь духов, покровительство сил со мной. Мой дом под защитой, ключ, замок, язык. Заклято. Хата моя хата, защищена да богата. Дом мой домище, изба моя избище. Не я тебя ставила, а боги возводили. Защитой тебя своей наградили. Стражники мои яму копали, доски таскали, полы мастили, гвозди забили, стены возводили, да крышу покрыли. Окна и двери вставляли, дом мой благословляли. В добрый час даю наказ. Что скажу, все сбудется. Сим ключом духи мои дом защищают. Ой, мой дом, все. Духи мой дом защищают. Вора и лиходея на мой порог не пускают. Этим ключом дом от лихих людей закрываю, ключ у порога зарываю. Лежи в земле и дом мой защищай. 2 стражников у ворот своих ставлю. Защита богов, помощь духов, покровительство сил со мною. Дом мой под защитой. Ключ, замок, язык заклинаю. Все, друзья мои. Усталость уже сказывается. Все. Прочитала 3 раза. Вам читать нужно 6 раз. Зарыть ключи. И время от времени подходить и возобновлять, то есть активизировать эту защиту. А тем, у кого квартира, наверное, лучше будет под коврик положить. Если получится зарыть возле, ну, хорошо, если получится. А так лучше, конечно, ну, мало ли, еще начнут вас в чем-то нехорошем подозревать, не стоит. Просто опасность в том, что кто-нибудь поднимет коврик, увидит, найдет, заберет что-нибудь еще, придется повторять. Больше ни в чем. Всем удачи и всех благ.